Ну что, сегодня мы приступаем к работе над нашей лошадкой, единорогом или олененком. Вы получили выкройки, вот, две выкройки у вас. Сейчас у меня тут выкройка лошадки, жеребенка или там единорога, в общем-то это все одно и то же. Смотрите, вот такие детали здесь есть. Туловище, две детали будет, одна такая вот, одна зеркальная, да, вы переносите. Вот, одна деталь. Это животик. Вот отсюда по точечкам смотрите. Вот 1, 1 это, то есть смежные точки, да, совмещенные. 2, 2. Дальше 3, 3 идет, 4, 4, 5, 5, 6, 6. Обратите внимание, что выкройку нужно будет либо склеить вот так вот, либо вы должны ориентироваться по своей ткани. Может быть, у вас какие-то маленькие кусочки, и вам как раз будет удобно сделать животик из двух частей. То есть вы не бойтесь, пожалуйста, разрезать выкройку, если у вас что-то не влазит в вашу ткань. Вы можете вот прямо здесь разрезать, а потом сшить эту деталь. То есть здесь как бы не имеет значения особого, где вы сделаете там дополнительный шов, потому что работа большая, и этого не очень-то будет и видно, этих всех швов. Вот, смотрите, дальше идут ножки. Передняя, задняя, вот так, по точечкам смотрите, 2, 3, 4, 5, это все вот так вшивается. Что хотела сказать по поводу, можно, конечно, вот знаете, было бы так вот цельно сделать тело с ногами и не делать здесь разрезы, то есть вырезать вот так цельным куском, потому что, например, это одного цвета ножки и тело, но тогда очень много ткани, вот этот, видите, кусок, он будет выбрасываться. Поэтому я решила, что лучше отрезать, компактненько вот так расположить как-то на вашей ткани и кроить. Смотрите тоже на количество деталей. 2 детали вот так выкладываете, 2 детали зеркально выкладываете, обводите. Не забывайте, пожалуйста, про припуски 0,5-0,7 мм для такой большой работы и про обрезание припусков. Так, смотрите, теперь перейдем к голове. Вот голова и клинышек, верхний клин и нижний клин, как бы нижняя челюсть, да? Вот. То есть от точки А вырезаются 2 зеркальные детали головы. Вот одна такая, да? От точки А вшивается клин до точки Б. И то же самое нижний клин. От точки А вшивается до точки Б. Оставляется место для набивки. Вот смотрите, у меня готовая голова есть. Вот она. То есть вот тут вот эти вот части точки, они идут вот совмещенные, эти отрезки. То есть, вот эта губка, вот она у меня тут сшита между собой. И пошел верхний клин и нижний клин. Вот дырочка для набивки и для установки скелета. Также обращайте внимание на то, что здесь у нас идет вшивание кусочка детали длинного ворса. И то же самое на теле. Деталь и гривы из длинного ворса. Что это значит? Это значит, что вы вырезали тело, вырезали отдельный кусочек этой гривы, сшили, да, получили вот такую цельную деталь, а потом уже сшиваете 2 детали вместе. То есть сначала сшиваете цвета, да, соединяете деталь одну, а затем уже сшиваете все детальки, как бы в кучу. На олененке там будет больше цветов. Будут лапки там двухцветные, тело другого цвета, голова. То есть сначала сшиваем, например, у вас нога, идет там оранжевый и бежевый. Да? Вы сшиваете оранжевый с бежевым, а потом уже эту цельную ногу сшиваете к телу, пришиваете. Вот. Сначала собираем по цветам, а потом уже все остальное вместе. Вот такая лошадка и еще хвостик. Вот такой, жеребенок.
При сшивании не забывайте просто сначала обрезать на припусках всех ворс, как с гривы, так и с других частей, а потом уже сшивать. Сшивать можно руками, кто как, кто можно машинкой. Я сшиваю машинкой, потому что работа большая, ну и вообще ничего не вижу зазорного в сшивании машинкой. Так же, как и в любви к сшиванию руками. Я это тоже любила раньше, когда можно было себе позволить не спеша все сшивать. Вот. То есть смотрите, да, чтобы припуски были все обрезаны и хорошенько сшитые. Так, начинаем собирать нашего единорога. Начнем с головы. Для начала нам ее нужно набить. Набиваем шерстью или синтепухом. Рвем на кусочки небольшие. Я использую палочку для суши. Мне очень удобно ей работать. И каждый кусочек укладываем, проверяем, чтобы было плотно, без воздушных просветов. Уплотняем носик. И так продолжаем по чуть-чуть набивать.